Привет всем, меня зовут Артем Жульев, и сегодня я хотел бы продолжить тему о джазовой артикуляции. Это продолжение предыдущего видео по этой теме. Если вы еще его не видели, вы можете перейти по этой ссылке и посмотреть его. Сегодня я хотел бы затронуть такой важный момент, как начало и окончание звука. Начало звука практически всегда играется при участии языка. То есть с атаки, это может быть или мягкая атака, или более жесткая, в зависимости от характера произведения и идеи солиста. Когда это не так, когда мы играем с субтоном и там, в балладах, в боссановах, или там вы хотите имитировать какой-нибудь инструмент народный, например, там, дудук, или просто у вас есть какая-то идея, задумка. Но в принципе вот базовое начало звука всегда с языка. Теперь об окончании звука. Это тоже очень важный момент, и вот ему часто не уделяют должного внимания, и об этом хотел бы немножко поговорить. Длинные ноты. Что мы делаем с длинными нотами? Если у вас фраза заканчивается на длинную ноту, опять-таки в зависимости от характера произведения, идеи солиста, но чаще всего это такое диминуэндо с добавлением вибрато легкого. Вот вибрато это отдельная тема, вот ее надо коснуться, но сегодня не об этом. Сейчас покажу, как это звучит приблизительно. Здесь обычно не возникает проблем и сложностей, приблизительно всем все понятно. Хотел бы поговорить о других моментах, когда нота закрывается языком, то есть начало звука и окончание звука при участии языка. Это может быть как с короткими нотами, так и с длинными, то есть окончание звука будет конкретно закрыт языком. Если представить, что моя рука это язык, то есть начало звука, язык касается трости, и в конце также язык закрывает, язык касается трости, и звук заканчивается в этот же момент. Есть конкретное окончание этого звука. Все короткие ноты в конце фразы закрываются языком. Если у вас нет никакого другого обозначения, какого-то штриха, сброса, нисходящего глиссанда, не знаю чего. Все короткие ноты закрываются языком. То есть у ноты есть конкретное окончание. Это не просто брошенная нота. Пау. Для обозначения ноты, закрытой языком, существует такой штрих, так называемая шапка или домик, или кап по-английски. Это обозначает, что нота закрыта языком. Так называемый домик, шапка или кап, как хотите, сокращает звучание ноты на треть ее звучания. Да? То есть вот сейчас на экране вы видите пример. В первом такте мы видим, как это записывается, и во втором такте, как это фактически звучит. Вот исходя из личного опыта скажу, что если это над четвертью,
то обычно эта нота сокращена на треть ее звучания, как я уже сказал. Если домик, шапка или кап стоят над восьмой, обычно это не означает, что нота очень короткая, да, обозначает, что она закрыта языком, есть конкретное окончание звука. А если хотят сделать ноту очень-очень короткой, ее ставят обычно точку и домик. Длинные ноты также могут закрываться языком. Чаще это встречается в бендовой игре, когда вы играете с другими музыкантами, с другими духовиками. Отличие длинной ноты, которую мы делаем диминуэндо, да, с вибрато, от длинной ноты, которую мы закрываем языком, да, она звучит до конца, это создает большее напряжение. Обычно это если в динамичных вещах, каких-то в активных, агрессивных немножко вещах. Напряжение ноты сохраняется до конца ее звучания. Сейчас вы видите на экране такой пример. Обратите внимание, во втором такте у нас есть ноты соль, ми. Вот ми, 2,5 четверти, да, она закончится ровно в третьем такте, в первую долю она уже не будет звучать, но и не раньше, вот до самого последнего момента. Также вот в четвертом такте ноты си, си бемоль, вот си бемоль будет звучать до первой доли следующего такта и закончится именно в этот момент, но не раньше. Такое звучание создает больше напряжения. Это позволяет вам одновременно закончить с другими музыкантами эту ноту. Да, если вы играете с другими духовиками, это биг-бенд. Будет звучать очень здорово, если вы закончите все вместе. Хотелось бы рассказать еще о многих моментах и нюансах, но и все, пожалуй, на сегодня. Меня зовут Артем Жульев, надеюсь, это кому-то было интересно, кому-то полезно, кому-то нет. Помните, что музыка это главное, не думайте о домиках, шапках и прочее, все это мелочи. Но из мелочей состоит жизнь, из мелочей состоит все. Всего доброго, а я пошел заниматься.